Капитуляция, победа и поражение на поле боя. Ультиматум Трампа истек. Полный приказ остановить бомбардировки. Жест доброй воли и цели достигнуты. Все детали ночной сделки между Ираном и Америкой. Россия и Китай ударили по союзникам США. Срочное заседание Совбеза ООН. Компромат на Орбана. Как венгерский премьер принимал доллары чемоданами и от кого? Кто слил информацию за неделю до парламентских выборов и как этим может воспользоваться Россия? Под покровом ЕС и НАТО представители украинской власти скупают недвижимость за пределами Украины. Какую страну выбирают чаще всего и кто? Опубликованы детали. Полный игнор приказа. Военные отказались выполнять требования президента. Кто пошел против и как из-за этого подставили граждан страны? Работа до 70 или 90 лет. Спрос на работающих пенсионеров. Чем привлекает старшее поколение и хотят ли увеличить пенсионный возраст? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку. И я начинаю. Иран и США усилили Россию. Подарок Тегерана и Вашингтона Путину. На фоне разговоров и ультиматумов Россия сорвала нефтяной джекпот. Цена российской нефти марки «Юралс» достигла $116 за баррель. Это абсолютный максимум за последние 13 лет. Почти в 2 раза выше цены, заложенной в госбюджете РФ, сообщает Bloomberg. Еще в конце прошлого года эта же марка нефти продавалась дешевле $40 из-за американских санкций против Роснефти и Лукойла и массовых отказов от закупок со стороны ключевых клиентов – индийских и китайских НПЗ, отмечает издание. Цены на российскую нефть рекордно выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива, через который проходит 1/5 мировых поставок нефти. Уничтожение всей страны и цивилизации за ночь. Удары по мостам и энергетике. Мы будем бомбить, и они этого хотят. Я закончил 8 войн, только я знаю, когда утихнет огонь на Ближнем Востоке. Наша операция была блестящей. И срыв с криком «Откройте Ормузский пролив! Мы скоро уйдем!». Эти фразы мы с вами слышали в последние недели достаточно много раз. И, конечно же, это о Трампе. Весь мир накануне гадал, что в голове 47-го президента США. Он обещал не продлевать свой ультиматум, который истек ночью в 3 часа по Киеву, Москве и Минску. Западные издания за несколько часов до часа X выпустили десятки материалов. Блеф или правда Трампа? Что будет дальше? Журналисты удивлялись и уточняли. До этого ни один из американских лидеров так не радовался ударам по другим странам. Вот что пишет Independent. Средства массовой информации не могут его остановить, а Конгресс и суды, которые Трамп либо контролирует, либо оказывает на них влияние, не станут. Военные могли бы, но сейчас они подвергаются чисткам в сталинском стиле. Президент кажется невосприимчивым к импичменту, поскольку он в значительной степени контролирует членов своей партии в Конгрессе через движение МАГА, хотя его хватка уже не такая крепкая, как раньше, и промежуточные выборы в ноябре могут еще больше ослабить его позиции. Минимум с конца февраля США направляли военные силы на Ближний Восток. Морская пехота, корабли, авиация. 7 апреля в Штатах заявили, с баз в Британии вылетели Б-52. А еще к Ирану выдвигается и артиллерия. Об этом написал сенатор США Коттон. Сегодня храбрые мужчины и женщины из 142-й бригады полевой артиллерии штата Арканзас отправляются на Ближний Восток. Арканзас благодарен им за их службу. Да хранит их Бог. За неделю до истечения ультиматума Трампа Европа напоминала США о военных преступлениях, если Трамп исполнит свое обещание ударить по гражданским объектам. Помимо этого, в прессе появлялось большое количество информации о переговорах между Ираном и США с помощью посредников. Буквально за 6 часов до истечения ультиматума, то есть вечером 7 апреля, издание Axios опубликовало материал, который назывался «Переговоры по Ирану демонстрируют проблеск прогресса на фоне приближающегося ультиматума Трампа». Цитирую. Ключевые проблемы на данный момент – удовлетворение требования Ирана о предоставлении серьезных гарантий того, что США и Израиль не возобновят войну сразу после паузы, а также медленный темп ответов со стороны иранского руководства из-за сложной ситуации с безопасностью, отмечают источники.
The Wall Street Journal сообщил, что Иран прекратил прямую связь с Вашингтоном после того, как Трамп написал о том, что готов уничтожить цивилизацию, а американские и израильские войска нанесли удары по острову Харк. В Иране заявляли, что у них еще есть 15 тысяч ракет и 45 тысяч дронов. The New York Times также сообщал, что Тегеран выходит из переговоров 7 апреля. Государственная иранская газета Tehran Times опровергала эти сообщения. В то же время иранцы максимально готовились к событиям этой ночи. Вечером, после призыва властей, они вышли на улицы, чтобы создать из себя живой щит вокруг главных инфраструктурных объектов страны. Параллельно 7 апреля Иран жестко ответил на угрозы Трампа. Удар будет не только по региону. КСИР заявил, если США атакуют инфраструктуру, ответ прилетит по Америке и ее союзникам. Причем речь идет об ударах, которые могут лишить их нефти и газа на годы. В Тегеране подчеркивают, Вашингтон недооценивает, какие цели находятся в зоне досягаемости КСИР, цитируя заявление, которое опубликовали иранские медиа. Тегеран подчеркнул, что угрозы Дональда Трампа взорвать Иран являются беспочвенными и не могут стереть унижение Вашингтона, пообещав продолжать борьбу против Соединенных Штатов. Наш ответ выйдет за пределы региона, если американские военные пересекут наши красные линии, говорится в заявлении. Президент Ирана при этом написал о том, что миллионы иранцев готовы здесь и сейчас пожертвовать своими жизнями. Таким было его сообщение. Более 14 миллионов гордых иранцев на сегодняшний день зарегистрировались, чтобы пожертвовать своими жизнями ради защиты Ирана. Я тоже был, есть и останусь преданным готовности отдать свою жизнь за Иран. По Ирану ударят ядерным оружием. Заявление Трампа и вице-президента Джей Ди Венса спровоцировало волну домыслов о возможном применении такого оружия против Тегерана. Трамп, как я уже говорил, заявил о возможном уничтожении целой цивилизации, а Венс, находясь в Венгрии, сказал, что у США есть инструменты в арсенале, которые они пока не решили применить. Однако вскоре в Белом доме опровергли сообщения в СМИ, назвав клоунами тех, кто опубликовал подобные домыслы. При этом посольства США в ряде стран призвали своих граждан срочно укрыться. Американцам, которые находятся на Ближнем Востоке, советовали оставаться в безопасных местах, запастись водой, едой и медикаментами. Китай и Россия ударили по союзникам США. Произошло это не на поле боя, а в зале ООН. Совет безопасности ООН не смог защитить судоходство в Ормузском проливе. Резолюция, предложенная Бахрейном, провалилась из-за вето Москвы и Пекина. Даже после серьезного смягчения текста из проекта документа вычеркнули любое санкционированное применение силы и прямое упоминание об обязательном исполнении. Россия и Китай сказали нет. 11 из 15 членов Совбеза поддержали документ, еще 2 страны, Пакистан и Колумбия, воздержались. Отмечу, резолюция лишь призывала страны координировать оборону, сопровождать торговые суда и препятствовать попыткам блокировать международное судоходство через Ормузский пролив. В США жестко раскритиковали итоги голосования, в частности действия России и КНР. Сегодняшнее вето – это новое дно, и оно показывает, насколько пугающим для некоторых может быть более безопасный, более защищенный и более единый Ближний Восток. А дальше события развивались стремительно. Пакистан призвал Трампа продлить установленный им ультиматум на 2 недели, чтобы дать шанс дипломатии. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф также обратился к Ирану с просьбой открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли. Кроме того, пакистанская просьба была адресована всем воюющим сторонам и касалась всех направлений. И за 1,5 часа до истечения ультиматума прозвучал приказ остановить бомбардировки. Трамп заявил, Иран и США максимально обо всем договорились. 2 недели нужны для полного завершения операции и оформления сделки. На основании разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых они попросили меня воздержаться от разрушительной силы, направляемой сегодня ночью против Ирана, и при условии, что Исламская республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаки на Иран сроком на 2 недели. Это будет двустороннее прекращение огня. Израиль также согласился на 2-недельное перемирие, а Высший совет нацбезопасности Ирана заявил, что США проиграли войну и понесли сокрушительное поражение. Иранцы считают, что США капитулировали и приняли все пункты, предложенные Тегераном. Это не нападение, контроль над Ормузским проливом, отмена всех санкций, резолюции ООН и МАГАТЭ, компенсации Ирану и вывод войск США. Переговоры Ирана и США состоятся 10 апреля в Исламабаде. При этом Тегеран объявил об открытии Ормузского пролива.
Если капитуляция врага на поле боя будет преобразована в окончательное политическое достижение на переговорах, мы вместе отпразднуем эту великую историческую победу. В противном случае мы плечом к плечу продолжим борьбу на поле боя до достижения всех требований народа Ирана. Витек, в кабинет которого заносили сумки с сотнями тысяч долларов. Менее чем за неделю до парламентских выборов в Венгрии в интернете появился компромат на премьер-министра Орбана. В 90-х годах Орбан получал крупные суммы наличных от одного из самых опасных преступных авторитетов мира – Семена Могилевича. Об этом рассказал бывший член Будапештской ОПГ Ласло Ковач. Его историю и исповедь опубликовал The Insider. Именно Могилевич, утверждает Ковач, регулярно передавал деньги на предвыборную кампанию Орбана. Суммы доходили до $500 000. Ковач утверждает, что миллиардер-мафиози называл Орбана Витьком и рассчитывал, что после прихода того к власти получит полную свободу действий в Венгрии. В материале говорится, что сначала так и было. Сразу после победы Орбан назначил своего близкого соратника Шандора Пинтера министром внутренних дел. Однако, оказавшись у власти, Орбан резко развернулся. Бывшие друзья и спонсоры из криминального мира стали ему помехой. С помощью того же Пинтера он быстро посадил почти всех, а самому Могилевичу пришлось срочно бежать из Венгрии в Россию. Теперь экс-бандит не исключает, что у российских спецслужб до сих пор может храниться компромат Могилевича на венгерского премьера. Как я уже говорил, обычно пачки с деньгами были небольшими, но в 1997 году пошли суммы намного больше 300 тысяч – $500 000, а однажды Могилевич передал большую кожаную спортивную сумку, где был $1 000 000. Все эти большие суммы предназначались Витьку. Тем временем в Будапешт прибыла тяжелая артиллерия. Поддержать Орбана приехал посланник Трампа, вице-президент США Венс. Он публично заявил о поддержке премьера и сравнил его с Трампом, поскольку оба лидера, говорит Венс, сделали больше всего для прекращения войны в Украине. При этом Венс обвинил Украину во вмешательстве в выборы Венгрии. Это их обычная практика, это цена, которую приходится платить за работу с некоторыми элементами их системы, подчеркнул Венс. Отдельно вице-президент США прошелся и по Евросоюзу, заявив, что брюссельские бюрократы пытаются разрушить Венгрию исключительно из личной ненависти к Орбану. Этим визитом я хотел послать сигнал всем, особенно тем евробюрократам в Брюсселе, которые держат Венгрию под давлением и шантажируют ее из-за решения ее лидера. С Венгрией можно сотрудничать по-разному, и правительство США сейчас сотрудничает с ней во многих областях, особенно в вопросах энергетической безопасности и независимости. Под покровом ЕС и в НАТО представители украинской власти продолжают активно покупать недвижимость за границей. «Украинская правда» проанализировала более 50 тысяч деклараций топ-чиновников за 2025 год. Оказалось, что после февраля 2022 года слуги народа, не только нардепы, а и прокуроры, судьи, полицейские, таможенники, купили как минимум 108 объектов недвижимости в 20 странах. Большинство из них оформлены на жен, детей и других членов семей, говорится в расследовании. Больше всего апартаментов приобретено в Болгарии. Эта страна, пишет издание, привлекает украинских должностных лиц низкими ценами и близостью к Украине. Далее в рейтинге Испания и Польша. Из недавних нашумевших случаев, напоминает «Украинская правда», новая квартира в Испании за 6,5 миллионов гривен у нардепа Корявченкова, известного как Юзик в 95-м квартале. По документам жилье купила супруга депутата. Но лидеры по скупке заграннедвижимости не депутаты, а судьи. В целом, если разложить находки по должностям, абсолютным лидером являются судьи. 41 из 108 объектов принадлежит служителям Фемиды или членам их семей. Это почти каждый второй объект в Выборге. Эксперты предупреждают, что реальное количество зарубежной недвижимости у украинской элиты может быть значительно выше, поскольку многие объекты не отражаются в декларациях, а иностранные реестры не передают информацию в нацагентство по вопросам предотвращения коррупции автоматически. Украинцы будут работать до 70, а может и до 90 лет, и для этого есть несколько причин. Об этом в интервью каналам «Що з економікою» и «Громадське радио Импакт» заявила директор Украинского института демографии и социальных исследований Элла Либанова.
А по ее словам, ключевая причина – демографическое старение и рост доли людей старшего возраста. Она отмечает, что старшие поколения обладают значительным человеческим и особенно социальным капиталом. Этот капитал включает опыт, знания, профессиональные навыки и способность выполнять сложную, нефизическую работу. Либанова подчеркивает, что этот ресурс отличается от потенциала молодежи и будет все активнее использоваться в экономике. Она также указывает на изменения в структуре экономики, где растет роль квалификации и интеллектуального труда. В таких условиях люди старшего возраста дольше сохраняют востребованность на рынке труда. По ее оценке, это приведет к тому, что люди будут работать дольше фактически, а не обязательно через формальное повышение пенсионного возраста. И этот капитал нужно использовать на благо общества. Сейчас абсолютно все процессы ведут к тому, что люди будут работать дольше. Может быть, до 70, может, до 90. Посмотрим еще. Но я еще раз говорю, это не будет происходить принудительно. Тем более, что, честно говоря, это можно сделать, не повышая пенсионный возраст напрямую. Можно повышать необходимый страховой стаж. Полный игнор приказа Зеленского. В Украине одна из обсуждаемых тем, которую поднимают непосредственно украинцы, это новые и масштабные удары FPV-дронами РФ по прифронтовым Никополю и Херсону. Приказ Зеленского о защите городов от таких беспилотников фактически провален. Об этом пишет часто цитируемый в украинских медиа канал «Николаевский Ванек», который связывают с окружением главы Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом. Ключевая проблема – отсутствие полноценного купола защиты от FPV. Такие системы должны глушить сигнал, но в итоге те, кому поручили сделать защиту, не сделали ничего практически, говорится в материале. По информации канала, решения обсуждались и ресурсы были, но с реализацией не вышло. В итоге города остаются уязвимыми перед массовыми атаками дешевых дронов. Украинцы массово пишут в соцсетях обратить внимание на проблему, так как из-за активности российских FPV в городе не могут выходить на улицы. Мне кажется, что кто-то докладывает наверх про дополнительные меры защиты на прифронтовых областях, а по сути нет ни мер, ни шмер. Поэтому самый главный вопрос остается актуальным: когда будут реализованы купола в Херсоне, Никополе и других прифронтовых городах? Плюс вопрос со звездочкой: а кто реально отвечает на внедрение куполов в прифронтовых городах и областях? Зрелище, которое мало кто видел. НАСА показала закат Земли и полное солнечное затмение. Эти снимки сделал экипаж космического корабля «Орион» во время полета вокруг Луны. На одной из фотографий видно, как Земля заходит за лунный горизонт. На другом фото невероятное полное солнечное затмение, когда Луна полностью закрыла Солнце, оставив видимой только яркую корону. На Земле те, кому повезло однажды увидеть затмение, пишут СМИ, обычно могут насладиться всего несколькими минутами его полной фазы. А для астронавтов Ориона темнота продлилась целых 57 минут. Это словно ожившая научная фантастика. С таким восторгом описал это явление экипаж. Друзья, только позитивных нам всем новостей. На этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо за каждый лайк, комментарий и репост. И до встречи уже завтра.